Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на канал. Сегодня напишем небольшой P2P скринер. Также на экране сейчас вы видите один из проектов, который мы реализовывали. Это автоматическое управление P2P ордерами прямо из Telegram-бота. Если вы хотите иметь преимущество среди ваших конкурентов в этой сфере, то можете написать мне в Телеграме. Мы также реализуем какой-то подобный проект для вас. Автоматические ордера у нас доступны для любой биржи. Также сейчас проходит запись на второй поток обучения написанию торговых алгоритмов. Там мы все делаем с нуля, то есть разбираем весь рынок, изучаем программирование, все это мы разбираем с нуля. В конце вы сможете реализовывать большие торговые алгоритмы сами, с взаимодействием с любыми биржами. Все контакты со мной только в Телеграме. Спасибо, что дослушали, и приятного просмотра. Давайте сегодня напишем небольшого бота, такого скринера, который будет отсылать нам уведомления при обнаружении какого-либо ордера по нужной нам цене. Появляется ордер по определенной цене какой-то или ниже этой цены, и нам высылается уведомление в Telegram, чтобы мы сразу Young могли Silver. купить. В одном из предыдущих роликов я уже делал похожую задачу, там я делал это сам, без чата GPT, и делал это немножко другим способом, нежели будем делать сегодня. В прошлом ролике я делал это через запрос обычный, здесь мы будем парсить страницу с объявлениями. Давайте сделаем простой запрос для GPT и скажем, что мы хотим получить. Давайте сделаем скриншот и укажем его для GPT. Делаем простой запрос, посмотрим, что сейчас GPT выдаст. Ну вот, значит, нам выдал ответ GPT, и как раз таки он использовал библиотеку Beautiful Soup, она как раз таки для парсинга. В прошлый раз я делал только через библиотеку реквестов, сейчас будем использовать парсинг. Скопируем этот код и вставим в нашу программу. Обратите внимание, что я не указывал URL для P2P, и GPT здесь что-то вставил, но это будет неправильный URL, так как нам нужно указывать специальный URL, по которому мы можем получить ордера. Для этого нам нужно заходить в консоль разработчика на данной странице с ордерами. Но давайте попробуем спросить GPT про инструкцию. То есть, может, он нам выдаст инструкцию и расскажет, где и как это взять. Просто задаем ему вопросы GPT и посмотрим, что он ответит. Для получения URL запросов GPT дал полностью верную инструкцию. Прям то же самое, что я объяснял в предыдущем ролике, как получать данные URL. Поэтому здесь инструкция очень хорошая, GPT справился с этим. Ну и классы также он правильно указал. То есть нам нужно зайти в консоль разработчика и посмотреть сначала URL, который нам нужен. Для этого переходим в Network. То есть вот смотрим, заходим в консоль разработчика, Network, перезагружаем и смотрим Fetch XHR запросы, и дальше перебираем, смотрим, где у нас ордера по респонсу. Network, перезагружаем. И теперь здесь по респонсу смотрим, где у нас содержатся ордера. Ну и посмотрите, я здесь просто в поиск ввел никнейм одного из ордеров и сразу нашел запрос, который нам нужен. Здесь в респонсе мы видим как раз таки все данные по ордерам на этой странице. В Payload можем посмотреть, какие данные отправляются. Сейчас я это выведу. То есть в Payload мы смотрим, какие данные мы можем отправить для фильтров, да, то есть указать любую пару, указать страницу ордеров и другие какие-то фильтры. В Headers у нас содержится request URL как раз таки наш. Давайте его возьмем и вставим в наш URL в программе. Далее посмотрите, здесь у нас указан метод, который мы должны использовать, это post. Для реквеста мы будем использовать post. Так, тут маленьким нужно указывать. И, в принципе, это сделано. Теперь нам нужно узнать название классов, которые мы парсим. Для этого мы нажимаем вот эту кнопочку элементы и смотрим. Нажимаем, нам указывается определенный класс. Давайте пока попробуем сделать просто запрос по трейд-листу. Я здесь вот нашел название класса TradeList. Здесь содержатся у нас все ордера. Попробуем вывести эту информацию. Смотрим, найдет ли этот класс. Так, здесь вот нужно было еще закомментировать. И у нас вернулся пустой список. Давайте попробуем сделать скриншот всех классов, которые у нас здесь есть. И отправить его GPT. Может, он сразу выставит правильно классы все. Скидываем ему скриншот. Спрашиваем, какие классы и часть кода, который у нас отвечает за парсинг. GPT говорит, что у нас в Trade Item содержатся все ордера. Да, каждый ордер находится в классе Trade Item.
То есть вот можем посмотреть. Здесь у нас все ордера на странице. Ну давайте попробуем. Я извиняюсь, здесь моя ошибка была. Я не указал параметры для запроса. То есть я делаю запрос, не указываю никаких параметров, а это неправильно. Давайте укажем GPT, что нам нужно указать параметры для запроса. То есть валюта, да, как я говорил, валюта, по какой странице мы делаем запросы. Потому что сайт просто не знает, что нам выдать. Для этого перейдем в Network, укажем Payload. Скидываем ему скриншот нашего Payload с параметрами. Даем URL, по которому делать запрос, и респонс сам. И говорим, по какой паре мы хотим получить данные. GPT просто загоняет эти данные в Payload и добавляет к нашему запросу. Давайте это скопируем. Все, теперь мы получаем данные. Только я думал, это будет выглядеть немножечко не так. Парсинг обычно дает нам кучу элементов, и мы уже в этих элементах перебираем все классы и смотрим, какой параметр нам нужен. Но такой метод обычно получается, когда у нас страница подгружается в типе HTML, и тогда у нас такое большое полотно текста, и нам нужно все это перебирать. А здесь же у нас так не получится, у нас только можно делать это с запросами. То есть как бы парсинг и запросы. И здесь у нас в итоге получается более удобный вариант. Нам возвращаются конкретные словари, и нам здесь просто нужно перебрать эту информацию. Значит, здесь нам даже не нужно вот это вот все, название классов, это не нужно будет. Мы просто можем перебрать все элементы, все ордера и вывести по ним информацию. Значит, здесь я указал формат, который нам возвращается, указал, что у нас возвращается формат Beautiful Soup, да, то есть самой библиотеки. И спросил, как это перебрать. Ну и GPT сказал, что да, то есть у нас Beautiful Soup используется для HTML, как я говорил, да, а у нас здесь не формат HTML сайта. Ну и парсить здесь получается не совсем удобно, да, то есть гораздо легче и удобнее будет использовать тот же request. Ну и GPT просто указал, чтобы мы делали обычный request и не конвертировали ничего в Beautiful Soup, так как в этом смысла особо-то и нету. Поэтому мы делаем просто запрос, и Beautiful Soup сам не нужен. Да, то есть здесь мы можем вывести также наш респонс и здесь перебрать все ордера. Но важно, здесь нам нужно конвертировать все в JSON формат. Иначе мы не сможем работать со словарями. Ну вот, теперь у нас прошел запрос обычный. И здесь мы видим все данные по нашим ордерам. Это ордера с первой страницы. Если, например, нужны там все ордера, то мы можем через цикл for тот же сделать асинхронные запросы по всем страницам. Да, там, если у нас запросы будут асинхронные, то мы получим все ордера с такой же скоростью, как и для одной страницы, но получим ордера со всех страниц, сохраняя скорость. Но нам это не нужно сегодня, нам нужен только самый выгодный курс, поэтому для этого будет достаточно парсить просто одну страницу. Давайте просим GPT, чтобы он вывел всю эту информацию отдельно, то есть чтобы мы могли с ней работать. В принципе, да, давайте выведем вот эту вот базовую информацию, курс, пара и никнейм. В принципе, нам этого достаточно будет. Ну вот, GPT просто вывел нам вывод по ключам. Поэтому давайте вот здесь вставим это. Вместо order у нас будет... Давайте поменяем просто order сюда. И давайте добавим вывод. И для удобства еще добавим сюда print и пару отступов. Вот мы получили вывод наших ордеров и информацию, которую мы хотим получать. Здесь у нас есть курс. Его мы можем отслеживать. Например, если мы сделаем меньше либо равно, давайте возьмем вот 0.88. И обязательно нужно конвертировать здесь в float режим, потому что, возможно, оно тип строки возвращает. Поэтому на всякий случай будем конвертировать во float. И в таком случае будем выводить эту информацию. В другом ином случае будем просто продолжать наш цикл с перебором ордеров. Сейчас ничего не вывелось, возможно, этот ордер пропал. Давайте попробуем указать цену чуть выше. Например, 1. И теперь сделаем запрос. Да, теперь все вывелись.
И видим, что да, у нас самый выгодный курс 88,9. Поэтому и не вывелось. Попробуем теперь взять его. И чтобы получить вывод только самого выгодного курса. То есть мы здесь просто указываем цену, по которой мы хотим скупать что-то, либо продавать. Да, теперь нам вывелся только один ордер. Это можно добавить в бесконечный цикл и делать запросы до тех пор, пока у нас не появится какой-то ордер. Давайте здесь добавим print и просто будем выводить «цена не подходит». И добавим это в бесконечный цикл. Здесь нам нужно сделать while true. И теперь мы будем бесконечно делать запросы до тех пор, пока не получим нужный нам курс. Получаем наш единственный ордер, да, с нужной нам ценой. И далее по всем ордерам выводит, что у нас не подходит цена. И видите снова. Как можете заметить, я не ставил никаких слипов, да, сна, чтобы программа тормозилась, так как у нас запрос синхронный и цикл синхронный, и у нас все работает последовательно. То есть у нас в цикле идет запрос, и на время запроса программа, грубо говоря, приостанавливается, так как запрос не выполняется мгновенно. То есть тут тратится какие-нибудь 2 секунды на запрос, и после информация обрабатывается и идет следующий цикл. Сюда можем также добавить уведомления в Telegram. Давайте также GPT попросим об этом. Я просто ему отправил код и говорю, что хочу получить уведомления в Telegram. GPT дает нам полную инструкцию для получения токена бота, в котором мы будем получать уведомления, и дает сам код. И также GPT, мы его не просили, но он добавил вот сюда сон в наш цикл. Видимо, чтобы не было какой-то перегрузки по запросам, но я уже объяснил, что перегрузки там, скорее всего, не будет, так как это последовательные запросы. Чтобы получать уведомления в Телеграме, я создал файл config. Здесь мы укажем Telegram токен нашего бота и чат ID нашего аккаунта, куда будет высылать сообщение Telegram бот. И сюда нужно вставить данные, которые мы можем получить у BotFuzzer, это официальный Telegram бот для создания новых ботов. И чат ID, это конкретно наш чат ID, его также можно получить у какого-нибудь неофициального, возможно, бота в Телеграме. Я заполнил эти переменные чат ID и TG токен. Теперь сделаем их импорт и укажем в нашу функцию, которую выдал нам GPT для отправки сообщения. Здесь также он указал нам, как правильно завернуть это в сообщение, чтобы выглядело как-то корректно. И вызов данной функции. Давайте протестируем сейчас. Вставляем. И давайте запустим. Возможно, сейчас уже эта цена убралась. Сейчас посмотрим. Ну вот, значит, нам приходит уведомление. Так как у нас бесконечный цикл, то у нас постоянно перебираются объявления и высылаются нам в Telegram бота. Указывается никнейм, курс. Также еще можем добавить прямо ссылку на данный ордер. Но думаю, уже сейчас это делать не будем. Но в принципе можно добавить сюда ссылку и автоматически переходить. Также можем добавить автоматический ордер, чтобы бот автоматически покупал, да, определенный ордер или выставлял свой. Мы выполняли уже подобные проекты, и автоматический ордер доступен для любой биржи. То есть мы не привязываемся к какой-то документации, а делаем полную автоматизацию действий обычного пользователя. Да. Поэтому мы можем реализовать автоматический ордер для любой биржи. Поэтому, если что, вы можете связаться со мной в Телеграме, мы обсудим и сможем реализовать для вас. Также скоро будет второй поток обучения написанию торговых алгоритмов. Там конкретно с P2P не будет, там скорее будут торговые роботы для торговли на фьючерсах, споте, да и вообще обучение рынку, базам рынка и программированию. Ну, то есть, если у вас нет никаких знаний в этой области, то с нуля вы сможете научиться реализовывать своих торговых роботов. Также можете связаться со мной в Телеграме. Более подробный пост с обучением я скоро буду публиковать в Телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь. И код этого видео я также оставлю в Телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.